Всем привет! Сегодня мы наконец-таки расскажем, зачем мы приехали в Паттайю. Еще летом, когда я искала квартиру своей мамы, мы с Пашей решили так для интереса посмотреть, сколько стоит жилье в Паттайе. И, в принципе, в Таиланде. И когда мы увидели цену, и мы, конечно, были в шоке. И решили, когда приедем сюда на зимовку, обязательно узнать все подробности покупки недвижимости в Паттайе. Не только для жизни, меня больше интересует именно для инвестиций. И выбор пал именно на Паттайю. Почему? Потому что, во-первых, у нас здесь очень хорошие знакомые есть, которым мы на 100% доверяем. А во-вторых, здесь очень большой выбор жилья, и есть невероятно красивые высотки, просто с шикарнейшим видом на море. Поэтому мы решили не только сами узнать, но и, конечно же, вам рассказать обо всех подробностях и подводных камнях. Также мы расскажем по поводу мифов и расскажем, как максимально выжить именно из инвестиций в недвижимость в Паттайе. Сейчас мы находимся в центре недвижимости Паттайи, и как раз-таки сейчас мы у Халида выпытаем все вопросы по поводу недвижимости, какие есть подводные камни, сколько стоит и все-все-все. Первый вопрос, который меня интересует, это, конечно же, по поводу стоимости. Сколько будет стоить, например, студия и там однокомнатная квартира, либо двухкомнатная квартира, потому что у нас все разные достаточно подписчики, и поэтому все хотят знать. Здравствуйте, меня зовут Халид, как Маша уже вам сказала. Спасибо, Маша, что пришли в наш офис. Я буду рад ответить на все ваши вопросы. По поводу первого вопроса по стоимости недвижимости здесь в Паттайе, конечно, оно будет зависеть от локации, места расположения. Дальность от моря тоже очень сильно играет цена, потому что чем дальше от моря, тем цена может быть дешевле. Ну, если говорить о стоимости студии, там у нас студии по квадратным метрам начинаются от 25 квадратного метра. Можно будет приобрести в хорошем кондике, с хорошей инфраструктурой, там, с бассейном, с фитнесом и с детскими площадками. Ну, сейчас уже такая практика и большая конкуренция. Здесь застройщики пытаются строить у каждого, чтобы было больше, там всякая разная инфраструктура и отличались от других, ну, можно сказать, от миллиона бат. 1 200 000, так. Это уже будет остальное идти дальность от моря. Это, например, от моря километр. Такая цена. Если ближе к морю идет, то там уже там, 1,5 миллиона, 2 миллиона. Это все только вот именно студии. И тоже центр тоже играет роль. Как бы. Ну, Паттайя сам по себе там город небольшой, он маленький. Здесь все доступно. Транспорт очень удобно здесь ездит. Я думаю, что в таком шикарном городе и многим нравится Паттайя, приобрести себе квартиру за 1 200 000, это, вероятно, можно. Если говорить уже о одной спальной квартире, ну как здесь одна спальная, мы говорим здесь в Таиланде, но она вообще-то двухкомнатная, как бы гостиная, отдельно от спальни. Ну, примерно в квадратах начинаются такие квартиры от 30-35. И по стоимости уже, можно сказать, хороший, в хорошем конде. 1 900 000, 2 миллиона реально купить вот по такой цене. И, естественно, чем ближе к морю, чем выше этаж, тем тоже цена квартиры тоже растет. Ну, как говорим, что хочешь вид, ну, как бы его надо тоже купить. Как бы, там люди переплачивают только вот за видом. Ну, то bedroom, я могу сказать, от 3,5-4 миллиона бат. Квадратура начинается обычно 52 квадрата. Ну, это по нашим меркам это как типа трехкомнатно. Там 2 спальни отдельно, там бывает 2 санузла, гостиная плюс кухня. По поводу цены все входит в стоимость, вся инфраструктура, там просто нужно будет дополнительную оплату, ну, ежегодовая оплата, это как коммунальные услуги. Оплачивается, зависит от квадратуры вашей квартиры. Ну, в каждом проекте по-разному, но это небольшая сумма, в районе там 30 бат за 1 квадратный метр, это в месяц, и он платится год вперед. Ну, можно посчитать, если брать студию, то это будет примерно 8 тысяч, там, примерно, ну, это можно посчитать. Да, по поводу купить виллу, абсолютно можно приобрести виллу
и оно будет по цене, можно подобрать хороший район, но он будет подальше, конечно же, от моря. 4,5 миллиона абсолютно можно будет приобрести виллу. В Батах. В Батах, конечно, да, в Батах. А что касается оформления в собственность, я знаю, что есть много всяких тонкостей. Вот хочется вот здесь услышать и по поводу кондика, и по поводу, конечно же, виллы, потому что я знаю, что с виллами может быть какие-то моменты. Да, абсолютно верно. В кондике можно будет приобрести квартиру в собственность на свое имя, прямо в документ собственности, оно прописывается ваше имя, и оно будет ваше 100%. Но это касается квартир в кондиков. Там есть тоже тонкости, но вы имеете квартиру 100% и можете ее потом в будущем продавать также и иностранцам или тайцам, проблем никаких нет. А с землей, и почему я говорю про землю, потому что иностранцы не могут приобрести землю, ну, который на нем дом или вилла. Здесь уже каким образом это делается, открывается компания, иностранец может открыть компанию, там нужны учредители, всякие документы, там проценты, тоже можно потом поподробнее это все могу рассказать. И дом уже прописывается или вилла на собственность компании, которая она уже, эта компания ваша. Мне тут еще задали такой интересный вопрос, и я пыталась найти в интернете информацию, но, если честно, вообще ничего не понятно, потому что там написано, что когда ты покупаешь кондо, то нужно, чтобы 51% этого кондо принадлежало тайцу. То есть, получается, это ты покупаешь квартиру, 51% принадлежит тайцу? Я вот не совсем поняла. Очень хороший вопрос, да. На самом деле здесь очень просто. Какие условия и законы в Таиланде? Вы можете покупать в кондике квартиру, но не должны иностранцы-владельцы быть больше, чем тайцы-владельцы. Например, такой маленький примерчик. Возьмем 100 квартир. Эти квартиры, конечно, должны быть одинаковые в площади. 49 этих квартир иностранцы могут покупать, это называется квота. Если они купили иностранную квоту, то они прописывают эту полностью квартиру в собственность на свое имя. Оставшиеся 51 квартира могут ее купить только тайцы или на компанию, так же как с виллами. Иностранец может открыть компанию, как мы это уже говорили, и прописать квартиру уже на собственность компании. Так тоже делают, покупают. Иностранцы, почему они так покупают? Во-первых, может не хватать уже иностранные квоты, им говорят, можете только приобрести на компанию. И плюс еще на компанию делают от застройщика какие-то акции, потому что покупатели иностранцев всему миру больше, чем сами тайцы. Там какие-то скидки предлагают, больше рассрочки беспроцентные, ну там промоушены мы их называем. Тоже такая практика есть. Правильно ли я понимаю, что если я покупаю квартиру, она полностью принадлежит мне, и никакого 51% моей квартиры не будет принадлежать тайцу? Да, абсолютно верно. Там, если вы приобретаете иностранную квоту, то эта квартира 100% уже ваша. И еще плюс вот такую маленькую информацию дам. Земля, которая вообще построен на этот проект, там получается еще, что ваша не только квартира, собственность 100%, и еще доля от земли, там будет зависеть от какого-то тоже процент, тоже оно будет ваше 100%. А с какой целью люди покупают квартиры, и могут ли они ее потом сдавать в аренду, продавать и так далее? Люди приобретают здесь квартиры по-разному. Кто-то планирует переезжать сюда для себя жить, или просто чтобы не заморачиваться с отелем. Часто там есть такие люди, которые 3 раза в году приезжают, ну уже чтобы не таскать вещи, оставляют вещей. Ну и большинство, конечно, покупают квартиры, чтобы сдавалось оно в аренду во время, когда их нету, работало, приносило какой-то доход, а в другое время, когда они здесь просто в ней живут. И плюс еще много инвесторов, которые покупают на стадии этапа продаж недвижимость, это уже мы на новостройках перешли, и чтобы потом по цене оно выросло и ее продать и заработать. Или там кто-то оставляет там потом, чтобы плюс еще сдавать ее
в аренду. А что касается аренды, можно ли перепоручить кому-то это, то есть не самостоятельно этим заниматься, и какая здесь получается доходность? Да, обычно у кого приобретают квартиру, у агентов, это агентство, у них есть отдел аренды, они могут в дальнейшем обслуживать вашу квартиру и сдавать ее в аренду по доходности. Там тоже бывают сезоны, не сезоны. Ну, больше всего прибыльно, приносит денег, когда аренда сдается там еженедельно, ежемесячно, в короткие сроки. Либо, чтобы не заморачиваться, там, на год сдать, это уже как гарантированная аренда мы ее называем. Ну, здесь уже меньше доходности, оно гарантированно, каждый месяц вы будете знать, какая-то сумма уже вам приносит. Да, и получается цена аренды тоже также мы возвращаемся. Дальность от моря, от вида, от этажа, от самого проекта, от локации, там центр, не центр. А если рассматривать в процентах, да, как инвестицию, покупку жилья, именно сдачу в аренду, то какой процент здесь получается? Да, по поводу процентов, могу сказать от 7 до 15% возвращаемся так, как она будет сдаваться. Если она по короткий срок сдается, то она будет давать процентов там, 10-12 годовых. Ну, а если просто гарантированно, за 7% можно будет сдать, и все, оно будет вам приносить такой доход. Почему задаете вопросы? Потому что лично я столкнулась с такой проблемой, и я думаю, многие российские жители тоже, с тем, что когда ты вкладываешь деньги в банк, то большинство сейчас под санкциями, и просто-напросто большинство активов заморозились, и как бы их даже оттуда просто-напросто не вытащить. Вот, и поэтому хотела уточнить, как еще можно заработать на, собственно, недвижимости. Само по себе вложение в недвижимость, оно считается такое не рисковое, меньше рисков. Для меня оно вообще рисков нету, но оно приносит доходы. Там нужно просто знать, когда покупать, какую квартиру выбирать, какая локация, самое важное, это тоже локация, виды. По цене оно всегда будет расти. Если не будет расти, то вот, например, ковидное время прошло, все стояло, и в цене оно не упало, как бы. И даже, может, и не сдавалось, но сейчас все забито и сдается очень много, как страна открылась, и все квартиры практически заняты и работают. В любом случае, если инвестировать в недвижимость, деньги точно не потеряете, если не заработаете. Но здесь практика показывает, что рано или поздно прибыль дает по цене или по аренде. Выгоды всегда есть. Ну а сейчас мы поедем в квартиру к застройщику и посмотрим, как выглядит типичная тайская квартира. Поехали? Мы сейчас находимся, проект под названием Grand Salaire. Он находится в очень интересном, удобном расположении в городе. Если кто районы знает, центр и Джомтиян, на главной дороге, там где есть тук-тук и ездят, за 10 бат можно доехать с этого проекта до любой точки в городе. Проект еще нету, он сейчас на стадии строительства. Будет создаваться в 2025 году, в декабре. 25 тысяч квадратных метров вся территория. На территории 3000 квадратных метров бассейны. Здесь у нас маленький домик, в начале въезда будет управляющая компания, которая будет следить за этим всем проектом. Плюс у нас есть 2 клабхауса. Кто не знает клабхаус, там где внутри будет там сауна, место, зона отдыха, уголок там для чтения, для приема гостей. И плюс еще вот такое новое, то, что в этом проекте застройщик придумал, такая беговая дорожка, Infinity называется. Она будет очень длинная, около 300 метров. Кто любит по утрам бегать, там, ходить, гулять, это будет доступно в этом проекте. Здесь у нас под конец уголок такой для детей. Здесь будут горки. В том углу у нас спортивный угол. Там маленькое это здание, где закрыто будут бадминтонные корты. Есть теннисный корт, мини-гольф, плюс еще баскетбольный корт. Это все то, что будет на территории. Само здание, оно будет считаться самое высокое здание района Чамбури, это провинция. 67 этажей, на крыше тоже у нас бассейн и плюс маленький бар.
зона отдыха и фитнес. Здесь на 49-м этаже тоже будут горячие и холодные такие маленькие бассейнчики. И плюс рядом игровая комната для детей. И тоже будет видовая панорама на Паттайю, на море. Здесь еще можно сказать, что практически 80% все квартиры от 15 этажа выше смотрят на море, все видовые. Но еще здесь мы строим шоурум, такой комнаты показываем для клиентов, как оно будет в будущем сдаваться. Но есть разные типовые квартиры, начинаются от одной спальни, там 30 квадратного метра, и до пентхауса около там 1000 квадратов тоже есть на крыше. И еще что интересно в этом проекте, какие типа квартир, есть с собственным бассейном. Около 148 квадратного метра и с собственным бассейном. Ну, квартира там двухспальная, трехкомнатная. Да, ну сейчас мы можем пойти, покажу я вам, как это все сдается, как оно все выглядит. В этом проекте уже можно сейчас сказать, что он самый продаваемый проект в городе, 60% уже полностью продано. И местные жители, тайцы, они тоже покупают здесь очень активно, им нравится этот проект. Но он такой, с большой инфраструктурой, высотка, большая территория, самое высокое здание в данный момент. Может, кто-то потом в будущем построит и выше. Как бы конкуренция здесь, как я уже говорил, большая в городе. Здесь мы находимся в квартире 29 квадратного метра. Она будет практически выглядеть так, как ее видите. Ну и вы можете увидеть тут однокомнатная квартира, которая у нас 29 квадратных метров. Самое интересное, что вся мебель, которая тут есть, она будет при сдаче. Это вообще просто нереально, потому что когда у нас был опыт, мы в Питере покупали квартиру, у нас были просто голые бетонные стены, а тут у вас уже будет все включено абсолютно. То есть изначально в стоимость включена вся мебель и абсолютно вот все, что вы тут видите на видео. Это квартира двухспальная, получается, ну, трехкомнатная. 58 квадратного метра. Здесь практически будет входить вся мебель, которую вы видите, плюс еще полностью кухню, как вы ее видите, но без холодильника и микроволновки и телевизора. Это единственное, что будет не входить. А все остальное, что вы видите, оно входит. И по поводу стен тоже постоянно меня спрашивают, какие будут ли такие обои. Обычно нет, мы издаем белые стены из-за того, что у людей там разный вкус. И здесь тоже вернемся к конкуренции. Тоже застройщики начали строить специально, издавать квартиры, чтобы клиентам было очень удобно сразу заезжать и жить, и не заморачиваться там с отделки, с дизайном и все остальным. На самом деле очень здорово, что здесь все уже предусмотрено, можно только заезжать, разложить свои вещички и, собственно, тут уже жить. Мне безумно нравится, потому что здесь прям все продумано, очень стильная кухня и вообще очень стильно все выглядит, потому что кто за нами смотрит давно, видели, что мы тоже делали ремонт, и, если честно, мы просто запарились, потому что была проблема со строителями, была проблема договориться, кто-то может не приехать, из-за этого постоянно сроки меняются, постоянно мы там что-то не успеваем, постоянно какой-то стресс, поэтому покупать именно что-то готовое — это очень круто, тем более, когда все так стильно и классно. Конечно же, сразу интересно, сколько стоит такая квартира. Да, по поводу цены квартиры, получается, у нас, если брать одну спальную квартиру 29 квадратов, цена от 4 миллионов. Ну, зависит от этажа. Чем выше, тем дороже. И двухспальная квартира, цена начинается от 6 миллионов. Также. А если как проект он еще на стадии строительства и нужно ему еще 3 года, сейчас идет скидка около 30%. Это значит, одну спальную квартиру за 29 квадратов можно за 2 900 купить. А двухспальную квартиру можно купить от 5 миллионов. То есть правильно ли я понимаю, что можно купить и, соответственно, на разницу в цене потом заработать? Да, конечно, можно будет заработать. Здесь так получается, что уже квартира со скидки, она будет постепенно у застройщика расти в цене. А каким образом можно оплачивать эту квартиру? Есть ли какая-то рассрочка, ипотека и так далее?
Да, здесь у нас есть рассрочка, оно на всю стадию строительства. Ну, каким образом это делается? Выбираем квартиру, бронируем ее, платим около 100 тысяч бат. Потом у нас идет первый взнос, это 20% от стоимости квартиры. Идет следующее 60%. Вот эту сумму можно будет разбить на всю стадию строительства. Здесь практически 3 года, разбиваем на 3 года. И оставшиеся 20% это уже идет оплата на ключ, уже когда вы приезжаете, принимаете свою квартиру и там смотрите, если что-то не устраивает полностью, там нужно переделывают, и вы оплачиваете вот эти последние 20%. И здесь еще один такой интересный момент, как инвестора здесь зарабатывают, это после 20 первых это контрактного платежа уже вы можете перепродавать вашу квартиру уже новому покупателю. И получается, они покупают эту квартиру вот такой на стадии строительства этого проекта, проходит там какое-то время, и, естественно, сейчас цена квартиры, она будет расти у застройщика постепенно, и потом можете ее будут продавать. И бывают такие моменты, доходит время, когда уже иностранной квоты нету, мы это тоже обсуждали, потому что здесь уже скоро практически иностранные квоты тоже не будут в наличии, и начинают уже инвестора, которые купили эту иностранную квоту, перепродавать уже по новой цене другим, и таким образом они зарабатывают. А если, получается, я покупаю уже готовое жилье, то будет какая-то рассрочка, ипотека там, и так далее? По поводу вторичного жилья, ну, ипотека, да, для иностранцев не предусматривается. Но если это уже вы покупаете у собственника, там уже можно будет агент помочь между продавцом и покупателем какую-то маленькую там договоренность полгода-год оплачивать. Ну, а обычно практика и удобно для всех это оплачивать полную сумму там, и переоформляться, чтобы не было никаких проблем. А если квартира получается от застройщика, там бывает такое, что застройщик завершает проект, у них еще остаются квартиры, там уже можно тоже договориться с ним, сделать рассрочку там, на полгода. Но это уже идет от них каких-то промоушенов на определенных квартирах. Но нужно понимать, что когда проект уже сдается, какие-то квартиры остаются у застройщика, они уже как-то, может быть, неудачные, смотрят не туда, на дорогу, шумные. Можно получить еще какую-то скидку на таких квартир. Ну, естественно, всегда лучше покупать, когда вот проект на стадии строительства или только вышел на продажу, чтобы получить самые лучшие варианты и по самому лучшему цене, и плюс еще у вас будет рассрочка. А сейчас мы находимся на 46-м этаже здания Аркадия Millennium Tower, строительство которого почти закончилось. Только посмотрите, какой тут невероятный вид. Это как раз и есть главная особенность и уникальность недвижимости в Паттайе. Таких видовых высоток, например, на Пхукете очень мало, а тут просто огромный выбор на любой вкус и кошелек. Ну и мне, конечно же, очень интересно, чего ожидать от рынка недвижимости в Паттайе, потому что я смотрю, что сейчас все так достаточно хорошо развивается, и ну, инфраструктура тут как бы намного лучше, чем, как мне кажется, в остальных районах, там, того же самого Пхукета там, и так далее. Ну да, город перспективный, многие предпочитают Паттайю, оно центр Таиланд, потому что недалеко от Бангкока, и отсюда добираться на других провинций, на других городов очень удобно. Аэропорты там у Тапау недалеко, тоже по Таиланду летает, и БКК, Севанапур, аэропорт, который интернешнл большой, известен. И, естественно, здесь спрос большой на недвижимость, и ценники сейчас, они в последнее время, ковидная ситуация, конечно, цена стояла, но сейчас очень активно растет. И сейчас очень много новых строек будет и приобретают, плюс еще в Азию обычно люди хотят вкладываться. Ну, считается Таиланд и город Паттайя и один из лучших вариантов сейчас в данный момент. И пока еще цена
растет, но еще не сильно выросла. Ну, еще очень важный вопрос, с которым мы столкнулись. Вот, допустим, предыдущая стройка, да, там ты рассказывал, что через 3 года все построится. Может ли быть такое, что случится какой-то долгострой, да, и, например, не через 3 года построится? Как вообще люди защищены от таких случаев? Да, это очень чаще задаваемый вопрос у людей. Все, которых покупают, хотят быть гарантированно, что в будущем они получат то, что планировали, или то, что им предложили. Ну, здесь чуть-чуть законы другие. Например, если покупать землю, земля должна быть у застройщиков, собственность компании, не должна заложена быть там. И плюс к этому всему еще нужно обеспечить полную сумму строительства, чтобы получить на разрешение. И плюс к этому всему 40% от проекта уже продать, чтобы получить разрешение на строительство, чтобы было точно полностью гарантировано. Если проект там выпустился, не продается, государство, ну или по закону обязует застройщик возвращать там деньги. У них еще есть даже срок на это. Но это все проверяется. И даже когда строительство идет, качество там, которое было изначально прописано, ну там бывает, планируется одно, начинают там застройщики мелочиться, чтобы больше заработать. Здесь даже такого нету, постоянно идут проверки. Ну и доказательство всего этого, что в ковидные времена есть такие проекты, как Панора, Копакабана, Ривьера Ocean Drive. Ну, эти очень крупные проекты от 48 этажей и выше. И они во время ковида строились, потому что, ну, несмотря на то, что там не было ни продаж, не было, как бы, должно быть все заморожено. Но так как уже, как я сказал, что здесь обязуют обеспечить полную сумму проекта на строительство, то они, естественно, они строили, как бы, сейчас у них как раз на готовую недвижимость идут активные продажи. То есть правильно ли я понимаю, что застройщик не строит на деньги клиентов? Да, все верно. Здесь, чтобы строить такие проекты, быть застройщиком, уже говорил, должен обеспечить сумму строительства. Застройщик не строит на деньги клиентов, он строит на свои. Мне, конечно, безумно понравились те варианты, которые мы увидели сегодня. Очень красивый ремонт и просто невероятный вид, который вы видели тоже вместе с нами. Поэтому я уже сейчас всерьез раздумываю, если мои акции все-таки разблокируют, вложиться в эту недвижимость, чтобы сохранить свои деньги, потому что все-таки рынок недвижимости в России очень сильно штормит. Если вы тоже заинтересовались недвижимостью, хотите сохранить свои деньги, а также их приумножить, то тоже можете записаться на бесплатную консультацию по ссылке, которая будет у вас внизу в описании этого ролика, и узнать все подробности. Спасибо всем за просмотр, мы очень надеемся, что вам это видео было полезно и интересно. И если это так, ставьте свой лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!